Здорово, народ! Сегодняшнее видео будет посвящено одноминутному прыжковому челленджу. Ну и перед началом просмотра этого видео, ребята, я хочу задать вам вопрос. Сколько раз за минуту вы сможете коснуться баскетбольного кольца? По возможности на ближайшей тренировке протестируйте свои возможности и отпишитесь в комментариях. Если вы сможете коснуться стандартного баскетбольного кольца более 20 раз за 1 минуту, то обязательно снимите это на камеру. И после отправьте в мою группу ВКонтакте. Данное видео я обязательно публикую у себя на стене. Суть данного челленджа заключается в том, что вам за 1 минуту необходимо дотронуться до баскетбольного кольца как можно больше раз, независимо от того, будете вы прыгать с места или с разбега. В целом, конечно, можно подразделить это на две различных категории. Тех, кто могут вообще физически достать с места, и тех, кто не могут и это делают с разбега. Но если делать это с разбега, в принципе, затрачивается чуть больше времени для того, чтобы сделать разбег. Соответственно, количество касаний баскетбольного кольца с разбега можно сделать чуть меньше, чем прыгая с места. Для того, чтобы данный челлендж был пригоден для большинства людей, я хочу рассказать о том, какие плюсы он вообще имеет и какая альтернатива может быть для тех, кто не может коснуться баскетбольного кольца. Основным и самым большим плюсом, конечно, является то, что это челлендж. Он заставляет вас выходить за определенные рамки какого-то вашего комфорта и стараться делать как можно больше, как можно выше, как можно качественнее, сильнее и так далее. Из-за того, что здесь есть временные рамки, за определенный интервал времени нам с вами необходимо совершить максимальное количество прыжков до определенной точки. Для того, чтобы вы могли под себя подстроить данный челлендж, вам необходимо понимать, что ваша точка касания должна составлять порядка 60-70% от вашего максимального прыжка. То есть, если я, например, прыгаю 100 сантиметров, то моя точка касания должна находиться от меня в 60-70 сантиметрах. Как раз таки это и есть баскетбольное кольцо. Если же ваш рост намного ниже моего, или же ваш прыжок составляет 50 сантиметров, то, соответственно, берите 60-70% от этого прыжка. Само собой некорректно сравнивать людей с прыжком в 50 и 80 сантиметров, так как только время нахождения в воздухе и затрачиваемое на подсед будет намного больше, само собой, там, где прыжок выше. Поэтому конкретно для себя вы можете определить контрольную точку, до которой вы будете совершать прыжки в течение 1 минуты и регулярно замерять, какое количество прыжков у вас получилось совершить. Во время этого теста перед собой я ставил штатив, на который устанавливал телефон, и на нем заводил таймер с обратным отсчетом на минуту 10. Следовательно, после того, как я его запускал, у меня было 10 секунд на то, чтобы отойти, подготовиться, и как только я видел, что на часах остается 1 минута, я начинал прыгать. После того, как минута кончается, он издавал соответствующий сигнал, и я понимал, что уже после этого все прыжки не засчитываются. Если вы, соответственно, тренируетесь в паре, то вы можете просить своего напарника для того, чтобы он засекал вас по секундомеру. Благо, сейчас абсолютно во всех телефонах данная функция присутствует. Итак, для чего нам с вами это необходимо? Существует такое понятие, как прыжковая выносливость, и она очень хорошо просматривается у людей, которые никогда не занимались прыжками, если их заставить прыгать регулярно. Особенно, если они это будут делать со специальным датчиком, с которым я, собственно, и проводил этот тест. Если неподготовленного спортсмена заставить прыгать каждые 5-10 секунд на его физический максимум, то мы с вами сможем посмотреть, как сильно будет меняться его прыжок. Вполне возможно, изменения в первые 2-3 прыжка не будут заметны, но как только будет совершено 5-10 прыжков, скорее всего, здесь уже показатели будут падать на 10-20%. И как раз на примере данного челленджа это очень хорошо просматривалось даже на примере меня. Так как я в данный момент из-за травмы занимаюсь не совсем регулярно, само собой выносливость я немного потерял. Данный тест я проводил дважды. Первый раз полностью на свежака, второй раз после тренировки, для того, чтобы посмотреть, как сильно будет изменяться результат. Ну и, собственно, небольшие цифры. Для того, чтобы коснуться баскетбольного кольца 5 раз, мне понадобилось 7 секунд. Для того, чтобы коснуться 10 раз, 15 секунд. 15 касаний 25 секунд, 20 касаний 45 и 23 минуты. Следовательно, после того, как я совершаю 10 прыжков, моим мышцам уже не хватает 2 секунд на восстановление, это время увеличивается до 5-6 секунд. Как по мне, оптимальным количеством касаний баскетбольного кольца за 1 минуту будет 30. Не забывайте, что эта цифра примерная, она подходит для спортсмена моего телосложения и роста. Если человек намного выше или намного ниже, конечно же, эта цифра будет очень сильно варьироваться. Небольшая информация по поводу датчика для вертикального прыжка. В России появился официальный дистрибьютор, поэтому если вам интересно приобрести его, для первых 3 покупателей я договорился на скидку в 30%. Подробная информация будет в описании к этому видео, там же я оставлю ссылочку на официальный сайт и на российского дистрибьютора. Ну и возвращаясь к полезности данного мероприятия. Дело в том, что большинство людей, которые начинают заниматься прыжком, не совсем понимают, каким образом они вообще должны прогрессировать или тренироваться. И как раз таки этим я сейчас буду максимально подробно и регулярно заниматься. Занимаясь подобными прыжками, вы загоняете себя в определенные временные рамки, в которых вам необходимо уложиться в минимальное время,
совершив при этом максимальное количество прыжков. Это и есть один из стимулов вашего роста. Большинство людей во время этого челленджа сразу же найдут свои слабые стороны. В первую очередь это, конечно же, будет выносливость. Человеку очень тяжело прыгать многократно за минимальное время. Далее, что может о себе дать знать, это амортизация или приземление. Чем жестче вы приземляетесь, тем тяжелее вам будет совершать следующий прыжок. То есть у вас не будет никакой упругости. Если вы приземляетесь на пятки, то вас это очень сильно будет нагружать, и при этом следующий прыжок вам необходимо будет намного больше времени для того, чтобы подстроиться, перешагнуть и снова прыгнуть. Также несколько раз от определенных людей я слышал, что во время этого теста появлялся дискомфорт в спине. И это связано с тем, что мы с вами недостаточно очень часто разминаемся, растягиваемся. И данный тест я проводил, совершая все касания одной рукой. На самом деле лучше всего было бы их чередовать или хотя бы поменять после, допустим, 5 касаний правой, переходить на левую. Как раз таки здесь из-за того, что мы тянулись раз, два, три, и когда уже прыжок становится ниже, мы стараемся тянуться намного выше, и очень часто бывает немного растягивается любая мышца, которая у нас находится на спине, просто из-за того, что мы ее недостаточно размяли. Вообще, конечно же, в идеале данный тест лучше всего совершать непосредственно прыгая с места и при этом касаясь нашей контрольной точки двумя руками. Если у вас все еще нет понимания, каким образом вам реализовать данный челлендж, если вы все еще не можете коснуться баскетбольного кольца, начните с баскетбольного щита. Это будет вашей контрольной точкой. Данный тест не нужно выполнять многократно, достаточно 1-2 раз за тренировку. При этом время отдыха постараться сделать максимально большим, как минимум 10 минут. Итак, какие же изменения вас ждут в первые 2 недели выполнения данного теста? В первую очередь вы заметите, что вам стало гораздо проще выполнять многократные прыжки за минимальный интервал времени. Например, после 5 прыжков подряд вы будете намного быстрее восстанавливаться, и высота всех прыжков будет значительно выше, чем раньше. Следующим, что должно будет у вас измениться, это, конечно же, приземление. Оно должно быть очень мягким и плавным, при этом всегда совершаться на носки, но прыжок сам должен совершаться, конечно же, с пяток. При этом всегда есть исключения, не будем об этом забывать, но я обязательно буду рассказывать об этом в будущих роликах. В целом, по данному видео у меня все. Надеюсь, данный челлендж поможет разглядеть вам слабые стороны в вашем прыжке. Меня зовут Егор Пупынин, всем удачи, пока.